У женщины начинаются схватки, и она рожает 10 младенцев. Но когда врачи обнаруживают, что один из них не является человеческим ребенком, все приходят в ужас от того, что было внутри живота женщины. В тот солнечный день небо отражало радость от долгожданного ультразвукового исследования. Клара и ее муж Роберт с нетерпением ожидали появления на свет своего ребенка. Женщина с удивительно большим животом для ранней стадии беременности обеспокоенно переглянулась со своим мужем. В воздухе витали ожидание и тревога, смешанные с волнением при виде их будущего ребенка. Они даже не знали, мальчик это или девочка, но уже любили своего ребенка всем сердцем. Однако в последние месяцы быстрое увеличение живота женщины вызывало у них некоторое беспокойство. Сандра, лечащий врач Клары, вошла в палату с теплой улыбкой, объясняя процедуры ультразвукового сканирования. «Давайте взглянем на вашу малышку, или, судя по размеру вашего живота, у вас, возможно, двойня», — сказала она, готовя гелий датчик. Клара откинулась, лежа на носилках. Роберт крепко держал ее за руку, не отрывая глаз от экрана. Врач начала осмотр, осторожно проводя датчиком по животу пациента. Сначала на ее лице была искренняя радость, но по мере того, как продолжался осмотр, доктор начала хмуриться, явно смущенная и удивленная тем, что увидела. «В чем дело, доктор? С нашим ребенком все в порядке?» — спросила мать с явным беспокойством в голосе. Доктор Сандра тихо прошептала что-то, почти про себя. Муж сжал руку жены, и они оба забеспокоились еще больше. Врач попросил их подождать минутку и быстро вышел из палаты. Она вернулась в сопровождении других врачей и медсестер. Когда медицинская бригада собралась вокруг экрана УЗИ, на их лицах появилось выражение шока и недоверия. «Боже мой, это невероятно!» – пробормотала медсестра. Клара, не в силах больше выносить напряжение, села на носилки и закричала: «Доктор, ради бога, что происходит?» Сандра повернулась к паре с осторожной улыбкой на лице. Сказала-то, отчего родители на мгновение побледнели и замолчали. Роберт чуть не упал в обморок, а медсестры и медперсонал закивали в знак согласия. Клара заплакала, ее слезы смешивались с шоком и всепоглощающей неуверенностью. Они вышли из больницы и направились домой, каждый шаг давался им с трудом из-за важности этой новости. Внутри Клары росло 10 жизней. И вот, они вдвоем вошли в дом, их глаза были полны слез, а мысли кружились от неожиданного будущего, которое их ожидало. Сидя в гостиной своего скромного дома, они оба смотрели друг на друга со смесью страха и удивления. «Боже мой, любимый, у нас будет 10 детей, как мы будем их всех растить?» — спросила Клара, осознавая всю тяжесть ответственности, лежащей на их плечах. Роберт, всегда оптимистичный и очень религиозный, взял ее за руки и ответил, что с верой и решимостью они точно справятся. Пара превратила свободную комнату в большую детскую, установив в ней несколько кроваток. 2 кроватки для 3 младенцев в каждой и 1 кроватку для 4 младенцев. Новость о том, что Клара ждет 10 детей, быстро облетела местное сообщество. Несмотря на то, что это была скромная семья из простой деревни, сообщество мобилизовалось необычайно быстро. Соседи, друзья и даже незнакомые люди начали жертвовать одежду, подгузники и все, что могло пригодиться будущим новорожденным. Волна солидарности была трогательной, и каждый добрый жест наполнял сердца супругов благодарностью и надеждой. «Это невероятно, что они делают. Мы не смогли бы купить все эти вещи самостоятельно», — с радостью прокомментировала Клара. «Я же говорил тебе, любимая», — сказал муж, — «Бог всегда будет помогать нам на каждом шагу». Дни шли, а живот Клары продолжал расти впечатляющими темпами. Беременность несколькими детьми требовала больших физических усилий, и женщина все больше ощущала тяжесть и усталость от того, что носила в себе 10 жизней. Ее тело менялось так, как она и представить себе не могла, и каждое движение становилось все более сложным. Однако по прошествии нескольких месяцев беременная женщина начала испытывать беспокоящие боли. Сначала она пыталась объяснить боль размером своего живота и количеством детей.
Но боль только усиливалась, становясь все более интенсивной и частой. Роберт наблюдал за происходящим с растущим беспокойством. Его не покидал страх, что что-то не так. Решив не рисковать, пара записалась на повторное УЗИ в срочном порядке. Им нужно было убедиться, что дети в безопасности и здоровы. «Что-то не так с нашими малышами, доктор. Мне нужно знать. Они все время двигаются. Это нормально?» — спросила Клара дрожащим от волнения голосом. Врач, который был с ними с самого начала ее беременности, пытался их успокоить, готовя оборудование для очередного теста. Однако задача была непростой. Поскольку в утробе Клары находилось 10 младенцев, а ультразвуковое оборудование было не самым современным. Из-за нехватки ресурсов было трудно понять, что происходит. По мере того, как проходил осмотр, выражение лица доктора становилось все более серьезным. Роберт крепко держал Клару за руку, не сводя глаз с обеспокоенного лица врача. Внезапно доктор Сандра что-то пробормотала себе под нос, явно потрясенная. «Боже мой, один из них! Неужели это возможно?» Эти слова эхом разнеслись по комнате, повергнув супругов в ужас. «Что вы имеете в виду?» — спросил Роберт голосом, полным паники и замешательства. Доктор, почувствовав необходимость узнать больше мнений, быстро вышел, чтобы вызвать других врачей. Несколько мгновений спустя, когда кабинет был полон специалистов, один из них подтвердил тревожное наблюдение. «Да, один из них действительно не ребенок», — сказал он, не менее озадаченный. Но в этот момент Клара закричала. Боль и страх, а также растерянность и отсутствие ответов на вопросы привели к тому, что у женщины начались схватки. «Она сейчас родит», — крикнул врач. Бригада медиков действовала быстро, готовя ее к преждевременным родам. Ее муж, находившийся рядом с ней, держал ее за руку, пытаясь хоть как-то успокоить. Посреди этого хаоса ситуация выходила за рамки того, что они могли себе представить или к чему были готовы. И теперь, когда приближалось рождение малышей, они столкнулись не только с ожидаемым появлением детей, но и с мучительной неопределенностью относительно 10-го младенца, который, по словам врачей, вовсе не был ребенком. Клару положили на носилки и увезли в операционную. Врачи и медсестры быстро готовили Клару к экстренному кесареву сечению. Роберту велели подождать у входа в операционную. Он сидел снаружи, его сердце бешено колотилось в груди, руки дрожали в безмолвной молитве, моля о спасении жены и детей. А затем начались роды. Одного за другим младенцев начали вынимать из живота матери. Комнату наполнили крики новорожденных, которые приносили одновременно облегчение и тревогу. Клара, даже находясь под действием наркоза, прослезилась, когда впервые услышала, как плачет каждый из ее детей. Когда Роберту, наконец, разрешили войти в палату, он подошел к жене, взял ее за руку и погладил по волосам, чтобы она успокоилась, но при виде своих детей у него на глаза навернулись слезы умиления. «Они прекрасны, любимая», — сказал он, улыбаясь сквозь слезы. Младенцев тщательно вымыли и поместили в инкубаторы, учитывая их недоношенность. Однако напряжение все еще висело в воздухе, пока врачи продолжали работать. 9 из 10 младенцев были успешно доставлены на свет, но относительно 10-го оставалась неопределенность. Когда, наконец, пришло время извлекать последнего ребенка, на лице доктора появилось выражение удивления и растерянности. «Что это такое?» – пробормотал врач, заглядывая внутрь женщины. «В чем дело, доктор?» — спросила Клара, у которой все еще немного кружилась голова после наркоза. Врачи, почувствовав беспокойство супругов, наконец-то прояснили ситуацию. «Клара, Роберт, то, что мы нашли, было не совсем ребенком. Похоже, это миомообразование, которое иногда образуется в организме. Это объясняет ту боль, которую испытывала Клара, и поэтому начались преждевременные роды. Тело женщины пыталось защитить других здоровых младенцев, пыталось вывести их на свет раньше», — объяснил врач. Когда опухоль была аккуратно удалена, супруги почувствовали всю тяжесть ситуации.
Хотя они испытали облегчение от того, что все дети здоровы, наличие миомы все равно означало потерю. Поскольку они всегда думали, что будет 10 детей, казалось странным, что одного из их детей никогда не существовало. После удаления миомы врач подошел и сказал: «Давайте сосредоточимся на вашем выздоровлении и заботе о ваших 9 детях». Клара и Роберт плакали вместе не только из-за ситуации, с которой они столкнулись, но и из-за эмоций, вызванных плачем их 9 младенцев, сигнализировавших о том, что они живы и теперь нуждаются во внимании и заботе. После нескольких месяцев интенсивной терапии и множества молитв, наконец, настал этот знаменательный день. 9 малышей были готовы к выписке из больницы. Клара и Роберт в сопровождении врачей вынесли своих драгоценных детей, 5 девочек и 4 мальчиков, из больницы под аплодисменты и слезы радости медицинского персонала. Когда они вернулись домой, пара подготовила специальную детскую, которую они обустроили с тех пор, как узнали о своих малышах, с 3 кроватками, готовыми принять малышей. Они положили по 3 в каждую колыбельку, тщательно расставив их. Комната была наполнена любовью, надеждой и сладкой мелодией бормотания и вздохов. Дорогие зрители, а вы бы хотели оказаться на месте Клары и Роберта? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.